Их лица сводят с ума миллионы, но эта красота создана скальпелем. Сегодня мы сорвем маски с 5 главных турецких актрис, чья внешность – сплошной обман. От легких уколов до полной перекройки. 5 место. Фахрие Эвджен. Эту строчку занимает великолепная Фахрие Эвджен, которой сейчас 39 лет. Жена Бурака Озчивита и одна из самых обсуждаемых женщин Турции всегда находится под пристальным вниманием прессы. Если вы посмотрите на ее старые фотографии времен сериала «Листопад», то с трудом узнаете в той милой девушке с пухлыми щечками и массивным носом нынешнюю роковую красавицу. Эксперты в области эстетической медицины в один голос утверждают, что актриса проделала колоссальную работу над своим лицом. В первую очередь в глаза бросается ювелирная ринопластика, которая сделала ее нос тонким и изящным. Кроме того, изменилась форма подбородка и скул, что говорит о возможном удалении комков биша и контурной пластики филлерами. Сама Фахрие категорически отрицает любое хирургическое вмешательство, списывая свои изменения на взросление, правильное питание и грамотный макияж. У актрисы огромная и очень преданная армия поклонников, которая готова растерзать любого за сомнение в ее естественной красоте. Они верят каждому ее слову. Но хейтеры не дремлют. Они регулярно ловят звезду на злоупотреблении жесткими фильтрами и фотошопом в социальных сетях. Недоброжелатели сравнивают ее отретушированные снимки с реальными кадрами папарацци, где отчетливо видна совершенно другая текстура кожи и далеко не идеальные пропорции лица. Многие зрители считают, что из-за такого огромного количества вмешательств она потеряла искренность. Из-за этой игры в прятки с реальностью Фахрие заслужила место в рейтинге самых ненастоящих красавиц. 4 место. Димет Оздемир. На 4 месте расположилась звезда романтических комедий Димет Оздемир. В свои 34 года она является одной из самых востребованных актрис, но споры о ее внешности не утихают ни на минуту. Главная загадка Димет – это магическое преображение ее нижней челюсти. На заре своей телевизионной карьеры, когда она только начинала сниматься и танцевать на большой сцене, форма ее лица была ярко выраженной квадратной, с тяжелым и массивным подбородком. Сегодня же мы видим перед собой девушку с идеальным утонченным овалом лица, который считается эталоном современной индустрии красоты. Как кость могла так радикально поменять свою форму без помощи хирургов? Сама Димет уверяет, что весь секрет кроется в сильном похудении и профессиональном контуринге, который визуально сужает лицо. Однако пластические хирурги, анализируя ее фотографии, уверенно заявляют о проведенной операции по коррекции углов нижней челюсти и регулярных инъекциях ботулотоксина, которые расслабляют жевательные мышцы и делают овал более мягким. Фанаты Димет агрессивно защищают свою любимицу, утверждая, что она прекрасна в любом виде и ее харизма важнее любых черт лица. Но антифанаты не прощают ей этой лжи, обвиняя актрису в лицемерии и создании ложных комплексов у простых девушек, которые пытаются повторить ее стандарты красоты с помощью диет, не понимая, что это результат работы клиник эстетической медицины. Комментаторы просят ее признаться честно и перестать всех обманывать сказками. 3 место. Мини Тугай. 3 почетное место достается огненной диве Мини Тугай. Сейчас этой роскошной женщине 47 лет, и она выглядит просто сногсшибательно, словно время не имеет над ней никакой власти. Однако ее путь к такому идеальному внешнему виду был проложен через кабинеты пластических хирургов. Если вы найдете в архивах кадры с актрисой из начала 2000-х годов, вы испытаете настоящий шок. С экрана на вас будет смотреть совершенно другой человек. У той девушки был длинный нос с горбинкой, тонкие губы, глубоко посаженные глаза и абсолютно иное строение лица. Нынешняя Мини – это шедевр эстетической медицины. Ей приписывают тотальную переделку внешности, глубокую ринопластику, подтяжку верхней трети лица, блефаропластику, которая раскрыла ее взгляд, а также постоянное использование гиалуроновых филлеров для создания объема в губах и скулах. Интересный факт заключается в том, что долгое время актриса игнорировала вопросы о пластике, но недавно призналась лишь в неудачной процедуре под глазами, умалчивая обо всем остальном. Ее преданные зрители восхищаются ее шикарным рыжим цветом волос и аристократичной бледностью, называя ее эталоном зрелой женской красоты. Но критики и хейтеры безжалостны.
Они называют ее внешность искусственной маской и самым большим обманом турецкого кинематографа, подчеркивая, что от ее природной индивидуальности не осталось абсолютно ни одной черты, а ее нынешнее безупречное лицо просто слеплено по стандартному шаблону для богатых. Второе место. Мерьем Узерли. Вторую строчку уверенно забирает незабвенная Хюррем Султан, актриса Мерьем Узерли. В свои 42 года она является ярким примером того, как в погоне за голливудскими стандартами можно потерять свою уникальную изюминку. Миллионы зрителей по всему миру полюбили ее именно за естественную красоту, живую мимику, очаровательные щечки и неподдельные эмоции в сериале «Великолепный век». Но после того, как Мерьем покинула проект и переехала жить в Европу, ее внешность начала стремительно меняться. Актриса настолько сильно увлеклась уколами красоты, что в какой-то момент ее лицо стало выглядеть отекшим и абсолютно неподвижным. Огромные гипертрофированные губы, перекачанные скулы, которые буквально изменили разрез ее глаз, и тонна ботокса превратили любимицу публики в типичную жертву косметологии. Турецкие средства массовой информации пестрили заголовками о том, что Мерьем изуродовала себя. Позже актриса признала свои ошибки, заявив, что уволила своего косметолога и решила вернуться к более естественному виду, растворив часть препаратов. Но преданные фанаты все равно с грустью отмечают, что та самая живая Хюррем осталась лишь на экранах, а перед ними теперь холодная женщина с пластиковым лицом. Хейтеры же до сих пор ежедневно пишут ей язвительные комментарии, напоминая о том, как нелепо она выглядела в период своего максимального тюнинга, и отказываются верить в ее рассказы о том, что сейчас она отказалась от всех вмешательств, считая ее красоту обманом. Первое место. Дилан Чичек-Денис. Первое место и титул самой фальшивой красавицы Турции сегодня безоговорочно получает Дилан Чичек-Денис. В свой 31 год эта девушка умудрилась спровоцировать самый громкий скандал, связанный с пластической хирургией за последнее время. Некогда обладательница титула «Мисс Турция» и девушка с потрясающе нежной, естественной и милой внешностью решила поддаться опасным модным трендам. Результат ее преображения буквально поверг общественность в шок. Дилан сделала популярную, но очень противоречивую процедуру под названием «французская подтяжка», чтобы получить знаменитые лисьи глазки. Из-за этого натяжения форма ее глаз исказилась, взгляд стал тяжелым, а лицо приобрело неестественно вытянутую форму. Вдобавок к этому она явно переборщила с филлерами в подбородке и скулах. Когда она впервые вышла в свет с новым лицом, журналисты и поклонники просто не узнали ее на красной дорожке. В социальных сетях начался настоящий ураган из жесткой критики и возмущений. Хейтеры обвиняли актрису в том, что она добровольно изуродовала свое прекрасное молодое лицо, превратившись в шаблонного клона из интернета без грамма индивидуальности. Преданные фанаты пытались защитить звезду, списывая неудачный вид на плохой свет, усталость и неудачный макияж, а сама Дилан хранила долгое и очень упорное молчание. Однако фотографии не лгут. Ее радикальная трансформация навсегда разрушила образ естественной красавицы, сделав ее главным символом неудачного тюнинга турецкого шоу-бизнеса на сегодняшний день.